Всем привет, с вами Дэн, и у нас, как вы видите, глайсин или глицинчик. Ну, лучшее средство, если настроение не очень. Это, как всегда, конечно же, часы. Давайте открывать, смотреть. О, винтажный пилот. Как же я давно хотел заполучить винтажного пилота на обзор. И очень много глицинов было на обзорах за все эти годы. Но вот именно этой версии, этой модели не было ни разу. И мне она нравится больше всех, наверное, из того, что выпускает глайсин или глицин. И с этой моделью мы будем сегодня знакомиться. Ну, что касается того, что у нас в комплекте, значит, мануальчик такой классический. Здесь на кварцевый и на механику сразу, в общем. Нормально, в хозяйстве пригодится. Ну и карточка, да, гарантийная. Значит, распаковываем эту всю красотулечку. Глицин всегда, конечно, славился тем, что крайне адекватные цены, качественные часы. И, по-моему, уже лет 5 назад группа Invicta купила, точнее, владельцы Invicta купили этот бренд, и ничего не ухудшилось. Ну и, собственно, вот уже сколько лет прошло, а по-прежнему часы качественные, и цены остаются на крайне-крайне адекватном уровне. Значит, сегодня в гостях на канале модель Airman. Ну, какая же еще, конечно же, пилот, да. Airman, она называется The Chief, винтаж. То есть, шеф, винтаж, в общем, часы офицера, можно так сказать, да, главного пилота и, конечно, в версии GMT. Вообще, глицин — это, конечно же, такие апологеты GMT, потому что у них, ну, по-моему, практически все пилоты выходят в такой версии. И, конечно, вот этот классический, хорошо узнаваемый специальный безель, который вот здесь у нас крепится такой как бы заклепочкой, который можно очень удобно оперировать, и она удобно и качественно фиксируется. Маленькая, прям супер винтажная, няшная такая заводная головка. И вот вторая головка у отметки 4 часа. Она как раз вот так вот немножко мы ее отвинчиваем, и мы можем уже перемещать легко и свободно этот самый безель. И у нас в итоге, вот по большому счету, здесь не просто даже GMT, здесь можно несколько часовых поясов размещать, потому что у нас есть стрелка GMT, а еще у нас есть безель GMT. В общем, крайне такой насыщенный, мощный, плотный функционал именно вот пилотских часов. Я думаю, что, ну, понятно, только не пишите мне вот эту всю ерунду, пилоты там не пользуются сейчас вообще никакими часами такого плана. Конечно, не пользуются в основном, да, но это как и дайверы. Мы же тоже не все в дайверских часах именно идем погружаться. Это стиль, да, это стилистика, это тематика часов. Это, собственно, за то, что мы любим направления в часах, когда они разные. Не только, да, банальный, скучный, офисный трехстрелочник. Ну вот, например, пилот, да, в винтажном стиле. С длинными, плотными ушками, с накладными метками и в таком стилистике Old Radium Luminova здесь покрытие и на стрелках, и на метках. Тонкие вот эти все метки на циферблате, белый, черный, такой очень тонкий цифры. Это прям, ну, знаете, 30-е, 40-е годы безошибочно здесь узнаются. И хорошо, что дизайнеры глицина, они сохранили это все, да, эту всю стилистику и продолжают выпускать часы. Кстати, версий этого шефа очень даже много, с разной расцветкой, даже с разным написанием логотипа. Вот в этой версии как раз винтажная, как мне кажется, максимально, потому что и цвета, и лого глицин в старом стиле выглядит просто бомбически, как мне кажется. Ну, вообще, это, наверное, мои любимые пилоты, именно вот если говорить про пилоты, у которых много индикаций на циферблате. Потому что есть, по большому счету, два главных направления пилотских часов. Это стиль а-ля Breitling Navitimer, где прям все, и вы вообще, может быть, ничего не разберете, да, без стакана. А есть стилистика немецких пилотов, когда там трехстрелочник, и все крупно, все хорошо видно, читается и ничего не отвлекает. Здесь как раз вот такие перенасыщенные часы. Но при этом, знаете, в плане читаемости, конечно, здесь все превосходно. Вот мне нравится то, что стрелка GMT, она такая прям черная, ее ни с чем не спутаешь, не перепутаешь. Минутная и часовая тоже абсолютно разные, поэтому в плане читаемости здесь, конечно, все прям супер. Ну, по характеристикам здесь есть суперлюминова, как я уже сказал, 30 метров водозащиты, то есть такой классический пилот, собьют, значит, в воду не попадать.
Стальной корпус, Swissmade, да, как большинство глицинов, или все даже, по-моему, все Swissmade, да. Сапфировое купольное стекло, очень высокое, с приятными вот этими самыми винтажными искажениями. И внутри стоит один из лучших калибров, который вообще есть на рынке, ETA2893 в версии GMT, причем True GMT. Да, и, собственно, что? Надежные, стабильные, тонкие, так что часы-то, видите, какие тоненькие, красота. Давайте посмотрим, кстати, по безелю, что у нас получается. Так, ну, как-нибудь вот так. Вот такой тонкий безель. 40 мм по безелю. Корпус, кстати, будет даже поуже. Сейчас попробую. Так, ой, ё-моё, вот так вот, да. Нет, 40 и по корпусу, и по безелю. Высота 12,3, но из них сколько там занимает стекло? Дофига. 9,2 без стекла. От ушка до ушка 22, точнее между ушками, да, у нас ремешок 22, и 49,2 от ушка до ушка. Как видите, 40 мм вполне себе такой универсальный размерчик, но учитывайте вот этот момент. Здесь такие в немецком стиле длинные уши, так что часы будут носиться крупнее, чем они есть на самом деле. Видите, ушки, они хоть и вниз так загибаются, приветственно, да, но все равно они достаточно длинные. Своеобразный будет здесь внешний вид, да, у нас длинные уши, ремешок, такой есть вот эти дырочки между ремешком и корпусом, соответственно, видим свою часть своего запястья, поэтому на маленькие запястья эти часы не подойдут, смотрите что-нибудь размером поменьше, а вот на средний, на крупный будет в самый раз. Ну, как видите, да, прям вот такой винтаж, здесь еще напульсник можно, мне кажется, поставить, и будет прям совсем винтажный лук. А так к ним подойдут, наверное, разные абсолютно ремешки. Можно и коричневый попробовать, и светлый, и темный, и коньячный, и какой угодно. В общем, все будет прям крутяк, мне кажется, с этими часами. В плане качества, в плане отделки здесь все неплохо, особенно с учетом цены. А я скажу, что эта цена, знаете, какая на эти часы? С ETA-шкой 2893. $600-700, если брать в США в дискаунтерах типа Ашфорда. Да. Понятно, что нужна будет помощь при пересыле, если вы хотите в Россию заказать. Но, в общем, мне кажется, это того стоит, потому что конкурентов в этом сегменте у глицина нет вообще. Значит, сатинирование по верхней части ушек, с боковой части здесь зеркальная полировка, и по корпусу, и по ушкам. Посмотрите, какие ушки интересные. Да? Они чуть-чуть утолщаются к ремешку. Прям максимально винтажно и очень-очень тонкий в самом начале крепления ушек. Супер. Безель, да, здесь тоже с сатинированием. И, в принципе, все. Остальная часть корпуса зеркальная полировка. Ну, задняя крышка, здесь ничего интересного нет. Хотелось бы гравировочку, ну да ладно, большего я от глицина требовать не могу за эту цену, тем более. Ремешок. Ремешок тонкий, кожаный, неплохой. Неплохой, не выдающийся, конечно же, но опять же, да, что мы тут ждем за такую цену? -то? Понятно, что ритейл у глицинов там космический, но ни они, ни Invicta никогда за ритейл в реальности не продаются. То есть всегда нужно ориентироваться на цены в магазинах дискаунтеров. Ну, такая политика исторически так вот сложилась. Ну, как исторически, в последние несколько десятилетий. Ремень неплох, в принципе, на месяцок сгодится. Потом, я думаю, конечно, вы захотите поставить что-либо более достойное, подходящее этому прекрасному корпусу и циферблату. Давайте глянем, а чего ж тут у нас по весу. Они должны быть не тяжелые. 68 грамм. Так что на каждый день вполне себе. Конечно, это винтажный дизайн. На каждый день они не подойдут. Но под определенный стиль вполне себе. Кстати, а здесь у нас еще и дата. Я немножко ее проглядел. Давайте посмотрим. У отметки 3 часа. Красным цветом, кстати говоря. Интересно, все тут... Так, это вот мы перемещаем стрелочку второго часового пояса, а в обратную сторону дата. И дата везде красного цвета. Довольно бледная, читается плохо, но с учетом перенасыщенного циферблата, окей, даже я здесь никаких претензий и не выскажу. Ну что ж, пора посмотреть в макро эти часы. Ну давай. Телевидение показывает, что у нас тут. А у нас здесь, как всегда, у Гласин очень аккуратная печать, все приятно, все чистенько. Хотя Гласин можно купить, ну там их за $300 на механике, можно купить, вот как вы видите, GMT-шку за 6-7 сотен. И посмотрите, ну очень-очень неплохо, очень прилично. Напишите мне, знаете, что-нибудь, что там свотчевские бренды предлагают в эту стоимость. Ну, например.
В общем, красота. Смотрите, сатинирование очень приятное. Да, зеркальная полировка здесь, конечно, не самая выдающаяся, но опять же вспоминаем цену. Ну, что хочу сказать по итогам. Как всегда, Glassing красавчики. Мне кажется, всегда вы должны задавать только один вопрос. Ну, даже два. Первый вопрос, нравится ли вам их дизайн или нет. И если нравится, собственно, как их приобрести с максимальной выгодой, да, и кому обратиться там, в плане посредников. Посредников при доставке из США огромное количество, так что здесь не переживайте. Но помните один важный момент, что дороже, чем $300, вам их не купят посредники. Те, которые вот типа Бандеролька, там Почта.ру и так далее. Те, которые вот не физлицы, я имею в виду. Поэтому здесь важно этот момент продумывать. А если у вас с этим все окей, знаете, к кому обращаться, то шикардос, можно вот такой вот приятненький глицинчик. И, как говорится, голова болеть не будет. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.